Добрый день! В этом видео мы продолжаем шить спортивный костюм и приступаем к пошиву брючек. Для начала мы сошьем карман. Возьмем внутреннюю часть кармана и приложим к боковой части передней половинки брюк. Приколем иголочкой и сошьем на оверлоке. Шить будем широким четырехниточным оверлочным швом. Иглы для трикотажа орган номер 90. Теперь отвернем внутреннюю часть кармана наизнанку и прошьем этот шов на расстоянии 5 мм от края кармана на обычной швейной машинке. Теперь совместим внутреннюю часть кармана и боковую часть кармана. Для этого сколем эти детали иголочками и прошьем на оверлоке. Детали кармана прикладываем друг к другу лицом к лицу. Мы сшили внутреннюю часть кармана. Теперь зафиксируем срезы кармана иголочками и будем собирать переднюю и заднюю половинку брючек. Прикладываем их друг к другу и прошиваем на оверлоке, предварительно сколов иголочками. Мы сшили боковой шов на брючках, теперь будем собирать внутренний шов.
Таким же образом соберем вторую брючину. Теперь одну брючину оставим на изнанке, другую вывернем на лицевую сторону, вставим одна в другую штанишки, совместим внутренние швы, лишние ниточки обрежем иголочками, сколем весь этот шов иголочками и прошьем его на оверлоке. Теперь подготовим манжеты для брючек и пояс. Их я краила из рибаны с лайкрой. Ширина манжет 11 см, а ширина пояса 9 см. Длина же их высчитывается таким образом. По готовому изделию брючек измеряется нижний обхват брючины и верхний обхват, то есть пояса. И данное значение умножается на коэффициент 0,75. Таким образом, чтобы манжеты и пояс были на 25% меньше, чем соответственные обхваты на брючках. Теперь соединяем их на оверлоке в кольцо. Теперь займемся поясом. Для этого подготовим резинку. Резинку я взяла шириной 3 см, а длина – это обхват талии минус 4-5 см. Резинку я соединила в кольцо и вставляю резинку внутрь нашего пояса. Пояс предварительно мы делим на две равные части. И вот эти две равные части, то есть меточки на поясе, мы прикалываем к переднему и заднему шву на брючках. Шов на поясе я соединяю с задним швом брюк. И равномерно растягивая наш пояс, мы его будем пришивать на оверлоке, стараясь не задеть резинку. В дальнейшем, чтобы резинка в поясе не перекручивалась, ее можно зафиксировать на обычной швейной машинке по боковым швам. Теперь выворачиваем брючины наизнанку и будем пришивать манжеты. Для этого манжеты складываем пополам, швами вовнутрь, вставляем их внутрь брючины, совмещая шов на манжете и внутренний шов на брюк. И пришиваем их на оверлоке, также равномерно растягивая. И наши брючки, как и весь спортивный костюм, готовы. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.